Друзья, у нас на юге наконец-таки весна, более-менее стабильная, температура постоянная, теплая, начинает все расцветать, уже цветы даже многие опали, и вот, все, красота. Хочется быть на улице, хочется двигаться и делать новые проекты. Был на барахолке и искал железяки, какие-то интересные для реставрации. Я периодически забегаю на нашу барахолку и увидел там одну замечательную вещь. Вот такую. Это у нас пленочный советский фотоаппарат «Заря» от фирмы FED. То есть это все равно у нас FED. Некое ответвление. Цена вопроса была 150 рублей, состояние у него рублей на 50. Он даже в земле. И вот есть у нас налипшие куски грязи или земли. Я не пойму, что это. Вот здесь то же самое. Вот, я посмотрел, и меня не особо интересует тушка. Меня интересует объектив. Состояние у него, конечно, мягко говоря, как я и говорю, на 50 рублей. Но, так как я говорил, что моя основная профессия режиссер, и мне приходится очень часто самому снимать. Да, так как все это очень дорого, отдельные операторы это очень дорого, бюджеты часто их нет вообще, самодеятельность или личные проекты, поэтому приходится учиться также съемке. Плюс я считаю, что режиссер должен хорошо разбираться в съемке, чтобы иметь возможность на равных общаться с оператором. И его оператор не тупил. Потому что режиссера тупить нельзя, иначе ты можешь просто ему испортить проект. Режиссер должен разбираться. Эти стекла, они вот откручиваются, сейчас мы открутим. Я хочу восстановить вот так. Состояние, ну прям совсем. И я хочу попытаться восстановить этот объектив. Я его немножко уже протер, чуть-чуть, оно было все полностью черное, мутное, вот как вот это вот полностью корпус. Я его немножко потер тряпочкой. С виду кажется, что оно неплохое, вот отрабатывает диафрагма. С виду кажется, что оно неплохое, но на самом деле здесь куча царапин. Если под определенным светом посмотреть, то здесь будет куча царапин. Но вообще очень симпатичное стекло. Я хочу его восстановить. У него есть только один плюс. Здесь болты запечатаны, то есть его никто никогда не раскручивал с советских времен. Сколько оно пролежало и где, видно состояние. Оно очень туго крутится, со скрипом. Это не слышно на камеру. Со скрипом туго, вот, наверное, слышно. У него сыпется песок, земля из-под. Но внутренности, мне кажется, в относительно неплохом состоянии, так как он был закрытый. Я хочу его отреставрировать и вместе с вами поделать на него для начала фотографии. Интересный, винтажный, с таким теплым, душевным характером. И видео на него точно так же можно снимать. Его можно ставить через переходник на современные камеры. И мне интересно, получится ли у меня его восстановить. Скорее всего, здесь резьба уже смятая, поэтому я не буду трогать. Но, возможно, хотя бы выровняю для красоты. Вот эти вот вмятины его били этот бедный объектив. И вместе с вами мы сделаем фотографии, я все покажу. И, может быть, даже и видео. Вот такой интересный проект. У меня поднакопилось уже подобного хлама. Я его пытаюсь скупать вместе с топориками, с какими-то интересными железками, потому что все-таки это хобби, но режиссура и съемка – это вот моя основная профессия. Железки я люблю тоже, но это у меня хобби. Так что давайте будем пробовать. Что нам понадобится для нашего подопытного? Так, самое важное – это набор часовых или ювелирных отверток, смазка Ceatim 201. Продается в любых радиотоварах, все для пайки, там где вот элементы питания и все остальное. Много-много-много всевозможных салфеток, это нужно будет для того, чтобы и старую смазку, и новую стирать. Куча. Какая-либо тряпочка тоже нужна будет где-то тирануть. С чего начать? Можно снять
сбить вот эту старую краску накапанную, снять пломбы, так называемые, и вот это вот кольцо освободить. Вот он сорвался. Очень аккуратно вытаскиваем его. Снимаем колечко. Под ним остатки сухой смазки. Это все будем чистить. Вот эту всю грязь уже можно немножко тирануть. Далее мы снимаем кольцо фокуса. Вот оно, большое кольцо, и вот оно крутится. И у нас фокус на бесконечность, или минимальная дистанция фокуса 1 метр. Здесь немножко вот оно дальше так и должно быть. То есть оно не четко на метре, а где-то там сантиметров 95. Вот эти болтики очень-очень аккуратно, ни в коем случае не потеряйте. Они уникальные, это только тогда искать похожие и как доноры. Уж очень они маленькие. Вот он какой крохотный. И также самое этот и вот этот. Так, снимаем кольцо фокусировки. Здесь можно не беспокоиться, что вы как-то промажете и по-другому. Здесь есть вот эта рисочка, и по ней можно будет точно так же по дырочкам совместить, чтобы оно совпадало и было это кольцо на своем месте. Здесь можно не беспокоиться. Снимаем. И вот оно пошло. Вот так. У нас обнажился геликоид. Геликоид — это вот та резьба внутри. По ней у нас как раз таки ходит линзоблок и наводится близко или далеко на фокус. Пытаюсь объяснить все максимально понятным языком. Вот она никак не закреплена, это еще одна дополнительная шайба. Естественно, она вся должна быть в смазке. Сейчас она в плохой, мы будем ее всю снимать и делать новую. Она никак не закреплена, она прижимается вот тем кольцом, которое мы открутили. И вот у нас этот стопорной болт. После того, как мы его выкрутим, мы полностью снимем подвижную часть, на которой было фокусное кольцо. Возьмем отвертку помощнее. Опа, все, сдвинули. Очень плотно сидел. Есть еще один, второй стопорной винт. Вот он в глубине, мы точно так же должны его выкрутить. Есть, выкрутили. И точно так же его туда. Так. После того, как мы выкрутили два стопорных винта, вот они, на одинаковом расстоянии, в линию, мы можем спокойно выкрутить подвижную часть. И уже не бояться, это нож скрипит. И вот у нас подвижная часть. Все оно точно так же должно быть смазано, все должно быть вылизано. И должна быть нанесена новая смазка. Что нужно сделать, чтобы отсоединить линзоблок, полностью блок с линзами, от геликоида? Здесь у нас есть шайба. Вот здесь можно увидеть, плохо видно, вот она большая, есть маленькая, а есть большая. Вот ее нам надо открутить. Я рекомендую делать это специальным инструментом, очень рекомендую. Специальный инструмент для разбора и обслуживания оптики. Но так как у меня его нету, я уже поддел, вот хорошо видно вот здесь вот эту шайбу, вот она большая, я уже поддел просто двумя большими отвертками. Я ни в коем случае не рекомендую так делать, но если так вы захотите это сделать таким же способом, как и я, то возьмите бумажный скотч и залепите заднюю линзу. Просто возьмите и прилепите на заднюю линзу, потому что если сорвутся отвертки и попадут в линзу заднюю линзу можно выкидывать. Или искать новую, или этот объектив можно кидать на полочку и о нем забывать. Вот примерно так оно откручивается. Там есть специальные пазы, мы поддеваемся, и уже можно ее выкрутить руками. Ага.
Вот эта шайба. Что эта шайба делает? Она соединяет две большие части. Это корпус и линзоблок. Как не ошибиться? Вот это колечко мы тоже будем разбирать. Это колечко с измерениями, среднее кольцо. Как не ошибиться и поставить его на правильное место? А у него красная линия прямо напротив этих отверстий. И вы всегда поставите его на место. Вот так легко. Сейчас будем точно так же. Вот у нас маленькие болтики. Один из них будет длинный. Он держит полностью все вот эти вот линзоблок с этими колечками вот к этому геликоиду. Как только мы его выкрутим, оно просто разберется. Очень аккуратно, не посейте. Я много посеял их, у меня теперь есть опыт. И, наконец, последний, он должен быть длиннее. Насколько я помню, они могут отличаться немножко конструктивом. И вот он у нас длиннее. Я угадал. Вот он. Он идет насквозь и соединяет геликоид от линзоблока и вот этих всех колец. После этого сейчас должно... Опа! И мы полностью все линзы, линзоблок называется, это блок из линз. Все логично. Полностью от корпуса отделили. Мы будем работать с линзоблоком. Это у нас юстировочное колечко. Его точно так же нужно ни в коем случае не забыть. Это как прокладочка. Посмотрите, какие линзы. Вот это все нам сейчас нужно будет разбирать и протирать. Кроме того, там внутри грибок. Да, задание не из легких. Кроме того, внутри грибок. И внутри еще и грязь. Разбираем линзоблок. Снимаем вот это кольцо. Это кольцо диафрагмы. Вот она. Большая, маленькая, большая, маленькая. Полностью в закрытом положении. Вот болтик. Его выкручиваем. Опять же, мы никогда не пропустим, как колечко и где должно обратно ставиться. Вот есть пометочка. И вот есть болтик. В таком же положении мы будем собирать. Угу, он тоже подлиннее, не путайте. В этом отношении помогают ногти. И вот он у нас тоже подлиннее. Где-то он просто снимается. Здесь мы его выкручиваем в обратную сторону. Опа. И все, зашло. Давайте немножко прогоним резьбу. Мне она не очень нравится. Вот так, все. Вот так. Ну, состояние его вы видите. Чистим от старой смазки. Теперь нам осталось снять от корпуса это последнее кольцо с надписями Industar. Ну и это резьба фильтра, но так как она, я думаю, что она труп, я даже не буду ее пробовать восстанавливать. Вот этот винтик. Опять же делаем какую-то меточку, что вот он в начале вот этого отверстия. Чтобы обратно на то же место поставить и ничего не перепутать. Все, разбираем этот винтик. И вот откручиваем это колечко. Так. И вот у нас полностью открылся линзоблок. И мы сейчас будем снимать линзоблок. Он просто банально выкручивается. Передний. Вот он выкручивается. Если очень туго, то вот у нас есть точно такие же два паза. Можно или попробовать что-то плоское. Вот так открутить. Ну, здесь открутилось руками. Или же, опять же, тем же инструментом для оптики. Лучше купить его, если вы серьезно этим хотите заниматься. Итак. Здесь у нас вот так. Вот у нас диафрагма открылась. Точно так же выкручиваем задний линзоблок. Мне удалось сдвинуть заднюю линзу. Вот я залепил малярным скотчем линзу. И получается отверткой, двумя отвертками банально поддел. И вот он у нас худо-бедно линзоблок этот идет. Ага, вот у нас. И вот он у нас второй линзоблок. Вот так вот.
Итак, диафрагма у нас в неплохом состоянии. Я ее полностью закрою, и всю эту диафрагму, блок с диафрагмой, я возьму стопарик, водочку, и туда кину на ночь эту диафрагму. И пусть она у нас обезжиривается. Бензин калоша оставляем как минимум на ночь. Ну а все механические части мы будем чистить универсальным обезжиривателем. Так, у нас уже стемнело, будем работать со светом. Вот. Самый обыкновенный обезжириватель универсальный, как и сказал. И просто берем, макаем и погнали. Так, теперь давайте займемся линзой. Ее нужно хорошенько очистить. Микрофибра. И погнали. Сильно не нажимаем. Потихонечку начинаем протирать. Ну вот, аккуратно всю эту грязь сняли. И вот линза у нас уже похожа на то, что стало намного чище. Вот так, еще немножко я это все почищу. И уже будем потихоньку собирать. Все готово для сборки. Диафрагма сухая, чистая. Есть. Геликоид полностью чистый. Я его прогнал вот такой щеткой. Продается в Китай-проме. На рынках чистый Китай-пром. Очень-очень мягенькая. Точно так же изнутри подвижную часть прогнал. И будем сейчас собирать. Кроме того, удалось выровнять вмятины. Ну, единственное, я вот здесь вот посадил царапину. Ну, потому что плоскогубцами. Но есть и хорошие новости. Удалось, несмотря вот на вот этот дефект, удалось это выровнять так, что без особых проблем накручивается фильтр. Это может быть не лишним. В любом случае может быть не лишним. Если очень нужно, будет или бленду накрутить, или тот же фильтр. Все, приступаем к сборке. Смазка. И самая обыкновенная спичка, зубочистка. Берем небольшое количество смазки. Вот, допустим, так. И просто аккуратно на геликоид. Начинаем размазывать. Сильно много не надо. В тот же момент, если переборщите, все это можно будет сделать тряпочкой, аккуратно подтереть. Так, и давайте пробовать. Так, находим положение. Нет. Угу. И вот оно. Нет, не оно. Переборчили. И вот оно. И начинаем размазывать. Все. Вот оно идеально плавно пошло. Идеально плавная фокусировка будет. Мне кажется, мы из него еще прикольные фотки сделаем. А может даже и видео. Все, теперь делаем стопорные винты. Закручиваем. Оп. И встал. Все. Пошел. Теперь закручиваем второй стопорной. Наживили. И аккуратно закручиваем. Здесь лучше не спешить.
Давайте соберем линзоблок, и пусть он будет готов, как отдельная часть. Берем переднюю линзу, линзовый блок, и просто банально накручиваем. Просто банально накручиваем. Накрутили. Затянули. Мне кажется, здесь можно закрутить вот так руками. Все, готово. Дальше. Здесь немножко посложнее. Аккуратно. И точно так же вкручиваем, но уже вовнутрь. И все, он пошел. Будьте осторожны с линзой. То можно вот ноготком поддеть и до упора закрутить. После того, как мы накрутили передний и задний линзоблоки, начинаем накручивать лицо объектива, самое переднее кольцо с обозначениями и под фильтр. Точно так же аккуратненько, и вот оно у нас пошло. После того, как накрутили до упора, вот сюда дырочку болтиком зафиксировать вот это переднее колечко, чтобы когда ты накручивал и снимал фильтр, оно не сдвинулось вместе с фильтром, а было надежно зафиксировано. Теперь накручиваем колечко с делениями диафрагмы. Перед этим возьмем и немножечко, чуть-чуть сюда смазочки, прямо вот на уголочке. Для того, чтобы более плавно само колечко это ходило. Вот так вот, буквально вот ткнуть спичкой и немножко подсмазать. Здесь сильно много ее не надо. И погнали. Просто накручиваем. Так, после того, как мы накрутили, вот мы дошли до упора, вот оно уперлось. Нужно сейчас будет поймать дырочку длинным сквозным, как мы уже видели, длинным сквозным болтиком, для того, чтобы оно вот этим вот колечком двигало диафрагму. Сейчас будем ловить. Наживили и закручиваем. О, зашел. Угу. И после этого у нас начинает открываться и закрываться диафрагма. Открыли, закрыли. Закрыли, открыли, закрыли, открыли. Далее занимаемся сборкой корпуса дальше и геликоида. Берем наше колечко фокуса. Его накидываем сверху. И ищем вот именно то, о чем я тогда говорил. Ищем правильное положение. И что мы делаем? Мы ищем, вот у нас совпало. Точечка, вот она, под болтик и дырка. Все готово. Просто берем и насквозь его, опа, вот так. И болтом его скрепляем. Затянули. Затянули. Закручиваем болты среднего кольца, а центральный длинный пока оставим. Так, ну и дальше. Вот эту прокладочную. Ее, как я уже говорил, очень легко вот по этому болту. Тоже это все нужно смазывать. Вот здесь уже нужно все смазать. И потом ее вот так вот щелкнуть, и все. Не стесняемся. Вот здесь уже в смазке прям не стесняемся. Лучше лишнее вытереть, потому что это полностью все притирочные части. Вот этот паз тоже хотя бы немножко. Добавьте, потому что оно вот здесь будет, этот болт, постоянно проходить туда-сюда, туда-сюда. Паз, и вот наш болт. Опа, есть. Далее. Это уже прижимная шайба. Смазываем. Да, ага, вот зашел. Есть. И есть. Осталось соединить это с линзоблоком. Смотрим по дырочкам. Вот здесь у нас сквозная, вот она осталась. И вот мы видим вот здесь. Берем, и я думаю, что мы угадаем с первого раза, скорее всего. И пробуем это закрутить. Да, пробуем это закрутить.
Есть. Затягиваем последний, но еще не забывайте про фиксирующую шайбу. Она дополнительно, на некоторых линзах вот этого сквозного нету болта. Есть просто затягивающая по факту линза, и нужно просто выставить все эти части в правильном положении и просто крепко-накрепко затянуть шайбой. Здесь оно вот еще дополнительно, вот она, ох, вот она, все. И у нас, по идее, здесь она закрыта, открыта, закрыта, открыто, закрыто, открыто, закрыто, открыто. Все. То есть здесь, в принципе, в этом экземпляре ошибиться невозможно. Осталось только по факту, просто по факту затянуть, как дополнительный креп, затянуть вот этой шайбой. Все. И аккуратно проверяем, ну, инструментом в лучшем случае или отверткой. Затягиваем. Еще. Итак, вот что у нас получилось. Все крутится, все работает. Вот у нас работает диафрагма. Вот у нас работает геликоид и сам корпус, фокус. Есть, конечно же, царапины на передней линзе, но они были, и ее только лишь менять, по-другому ничего с ней не сделаешь уже. Здесь нельзя ничего не полировать, здесь просветление. Вот эта буковка красная П, вот она означает, что здесь нанесено просветление химическим путем. И его нельзя стирать, потому что эту линзу можно будет сразу же выкидывать. Поэтому оставляем. Есть вот такой переходничок. Берем, накручиваем и ставим на современную цифровую камеру. Камера Sony A7 III. Наше стекло. Я уже успел глянуть. И, конечно, картинка из нее, ну, просто вообще какая-то нереальная. Делая вывод. Можно ли снимать на объектив за 150 рублей прикольные фото или видео? Да. Ответ да. Фото точно, и я думаю, что и видео точно так же можно будет снимать. В чем сложность потенциальная в поцарапанной передней линзе? Оно будет ловить, вот оно видно, что просветление вот это малиновое, вот оно просветление такое сиреневатое. А это и есть просветление, цвет просветления. Оно поцарапано, это мы знаем, но в чем сложность? В том, что он ловит засветы сильнее. От солнца, блики, очень боится пересветов. Но если не пересвечивать, не спешить, не гнаться за светом, то есть если свет будет мягкий, ровный, красивый, не палящий, то можно снимать очень прикольные под пленку сделанные такие винтажные кадры, фото или даже видео. Или может быть даже снимать кино. Если вы любите эксперименты, если вам это по приколу и вам нужна какая-то интересная, необычная картинка, этот объектив за 150 рублей, повторюсь, который был просто убитый, на деле еще может пахать и пахать. Пробуйте, экспериментируйте, и я буду вместе с вами. Спасибо за просмотр.